Она была невидима и жила на пустынном пляже среди песка. А до этого ее долго носил ветер, пока она не оказалась здесь и не смогла зацепиться одной из своих невидимых щупалец за камень. И она здесь осталась, потому что песок напоминал ей пейзажи далекой планеты, где она выросла и которую оставила, отправившись в свое путешествие. Пляж для нее был огромным миром. Ежедневно она пересекала его с одного конца на другой, медленно передвигаясь и цепляясь щупальцами, чтобы ее вновь не унес ветер. А вечером спокойно засыпала под шум волн и камыша, раскачиваясь на ветке дерева или зацепившись за тростинку. Так шел день за днем, и она не хотела, чтобы что-то менялось, потому что ей казалось, что нет лучшего места в целой вселенной. Здесь она была счастлива. Но как-то раз на ее пляж пришел мальчик. Он был один, как и она. Он сразу отправился купаться, а она наблюдала за ним, притаившись на ветках. Она не знала, что значит купаться, потому что в воде не за что зацепиться, и ее обязательно унес бы ветер. А мальчик плескался, весело фыркал, и казалось, что он тоже был счастлив. А потом он вышел на берег, лег на песок и принялся смотреть в глубокое голубое небо, где плыли облака. А она все продолжала наблюдать за ним. В своем путешествии она встречала множество форм жизни. Большинство из них были очень опасными, потому что они постоянно боролись за свой мир и чтобы выжить в нем. А этот мальчик казался таким безмятежным. Но все вокруг словно любило его. Солнышко ласково грело, ветер убаюкивал, прибой пел колыбельную песню, и ей почему-то захотелось приблизиться и коснуться его ладони. Прилетели птицы, и казалось, они тоже любили этого мальчика. Она осторожно спустилась с ветки и подобралась к мальчику, цепляясь за камни. Приблизившись, она коснулась невидимым щупальцем его ладони. Хотя это было невозможно, но ей показалось на какое-то мгновение, что мальчик вздрогнул. Она испугалась, что может потревожить его, хоть и была невидимой. Но мальчик продолжал смотреть на небо, беззаботно улыбаясь. И она, набравшись смелости, прикоснулась к его ладони вновь и почувствовала необычное, доброе тепло, которое исходило от человека. Оказывается, в этом мире прекрасен не только этот пляж, подумала она. Она не встречала раньше людей, не прикасалась к ним. Ей было интересно, необычно, и она чувствовала что-то еще, что не могла описать. Что-то, до этого незнакомое ей. И это новое ощущение так увлекло ее, что она забралась на ладонь мальчика, отпустив камень. Она замерла, и это новое чувство заставило ее трепетать, наполнило радостью, которую невозможно было сдержать. Радостью, настолько проникновенной и ощутимой, что она расправила все свои щупальца, оставила все тревоги и наполнилась светом, ярким, словно маленькая звездочка. Ветер, конечно же, подхватил ее и понес над камышами, над пляжем, но она нисколько не сожалела об этом, потому что этот миг, что она пережила, стоил расставания с безмятежностью и этим пляжем, да и вообще со всем, что она раньше знала. А мальчик так и продолжал лежать, глядя в небо своими голубыми глазами, и не знал, что своим существованием сделал только что кого-то счастливым, кого-то с далекой планеты.